Всем привет, с вами Californication. Продолжаем проходить Death Stranding. Сегодня мы отправимся в убежище Хармена. По сути, до конца осталось немного. Но сейчас последние части, в основном развязка всей игры, его сюжета. Сканирую удостоверение. Так, это мы с вами в горном узле, да. Готово. Все оружие. Так, я, кстати, хотел посмотреть. У меня очки. Это вот. Маршрут. Так. Мы с вами пойдем к Хармену, и он просил, по-моему, нам притащить ему тело мамы, да. Да, вот, ставка трупа. Так, ну давайте. Так, что нам понадобится? Я думаю, нам ни хера не понадобится, потому что я наверху там поставил эту самую зиплайн. Вот. Так, это мое личное хранилище, да? Готово, Сэм. Позаботься о ней. И не бойся, некроза не будет. Она особенная. Будет забавно, если эти наши Ха окажутся ключом к спасению. Заказ назначен. Так, но я все-таки думаю, на всякий случай. Так, почему? Так, тут все понятно. Так, я думаю, все-таки взять. Какая сейчас посмотрю, что на мне висит сейчас. Так. Это надо переработать сразу. Понял. Штурмовая винтовка. И запас 0. Так, переработали. Переработали. Этот пакет тоже наполовину. Почти пустой, он тоже нахер не нужен. Так, окей. Благодарю вас за поддержку. Так, вот теперь личное хранилище теперь мы повесим. Так, силовые перчатки. У меня они не надеты, да? Надеть.
Стиральные ботинки. Прикрепить к костюму. Так. Бронепластину, кстати, тоже надо было переработать. Так, это у нас использовать штурмовая винтовка. Так. Что у нас только гранат, блядь? А, это доработанные, вот. Их надо положить. Дистанционно. Нет, это положить в подсумок. Кого у нас сколько в подсумке? Еще можно 2 гранаты положить. А вот эти 2. Так, кровь. А у меня подсумок полный с кровью. Гранат. Не понял. Дайте я Спасибо за ваш вклад. проверю. У меня подсумок же висит, вот вы видите, да? Так, гранаты положил, блять. Гранаты положил, есть. Крови я не вижу. Блять, как долго цветут. Давайте, короче, ее так сейчас засунем. Нести на спине. Окей. Так. Почему он кровь не ложит в подсумки? Я не втыкаю. Дайте я еще раз проверю. Подсумок с кровью. Блять, он у меня полный. Окей. Он у меня полный, оказывается, был. Так что давайте выкладываем вот эту херню. Личное хранилище. Тоже смотрим, что у нас прям так. Раз. Положить в личное хранилище, подтвердить. Изготовить винтовку. Травматические. Все, побежали Хармону. Сканирую. Счастливого. Так. Знаете, чем мы забыли? Сори, guys, что так долго собираюсь, но... После последней миссии, блин, у нас все забрали нахрен и выкинули в личное хранилище. ПХК. И... Так, прикрепить костюм. Теперь можно идти. Нам ПХК понадобится, чтобы там еще трос поставить. Оружие разрешено. Наверху мы сейчас долетим. Ну
на той вышке, видите, наверху. Здесь, кстати, к доктору можно спуститься, я построил внизу тоже. Но нам надо туда наверх. Наша шапочка выдра. О, видите, какая прикольная. Теперь нам надо вон туда вниз сейчас будет идти. Вот туда идти без проблем. Сейчас вот здесь вот надо будет на склоне где-то построить. Хотя вот до этой вышки сколько? In the middle of a dull-lit, weightless street, stands the shadow of a man shaped just like me. My curiosity keeps me confused. But still I stand here on my own, with nothing left to lose. Сканирую удостоверение Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято после вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. And with the rain I don't accept, wash away my sins. Simply trouble my walk home and my spirit. Because I never said no, or put up. Груз доставлен. Показываю оценку работы. Заявление BUCA зарегистрировано. Жду подключения Кьюпида. Термоковрик какой-то. Дали нам. Окей, далее. Пожалуйста, доставьте труп в комплекс. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Убегал ежик, черепа всякие.
Хартман? Подача разряда. Отойдите. Ну, ты, можно сказать, застал меня врасплох. Рад тебя видеть, Сэм. Прости, я не хотел тебя пугать, но я такой, какой есть. А, да, положи ее туда. Опять безуспешно. У тебя что, сердце останавливается? Каждую 21 минуту. Я провожу 3 минуты на берегу и возвращаюсь. 60 смертей и воскрешений в день. 60 шансов отыскать на берегу мою пропавшую семью. Так я и живу. Вот моя жизнь. Тебе, конечно, довелось побывать у Шва огромное число раз, но мой счет все же повыше. 218 549. Я вижу себя в этом кратере. Свою жену и дочь. Как будто смотрю на свое сердце. Это называется кардиформия миокарда. У меня крайне необычный случай. Могу показать. Ты видел когда-нибудь сердце в форме сердца? Нет, ты посмотри. Это не наследственное. Я так и не смог смириться с их гибелью. В последующие дни я стал одержим одной идеей, что берег существует, и они на нем. Я вызывал у себя остановку сердца. На целых 3 минуты. И искал их. Снова, и снова, и снова. Чтобы просто попрощаться? Наоборот. Считается, что у каждого свой берег. А вдруг и загробная жизнь разная у всех? Эта мысль меня ужасает. Вечное одиночество. Вот почему я решил отыскать своих родных. Чтобы последовать за ними. В смысле умереть? Если смерть нас воссоединит, то да. Но столь высокая нагрузка сказалась на моем сердце. Мышца сильно деформировалась. И со временем люди стали меня называть исследователем берега. Хартманом. Я очень рад этому разговору. Тело, которое не мертвеет. Без признаков разложения. Как будто она все еще жива. Идеальная мумия. Безупречный труп. Ты чего? Ты ведь кое-что еще должен был доставить. Нашел. Узри. Подожди, Дэдман. Судя по всему, это пуповина. С виду человеческая, вроде. Но это был не просто канал между плодом и плацентой. Больше похоже на нить тварей. Это от мамы?
Да. Тело, которое не мертвеет, и пуповина, соединенная с берегом. Это удивительные находки, Сэм. Мое больное сердце просто ликует. 5 минут до остановки сердца. Извини, Сэм, но, скорее всего, нам придется прерваться. Мне нужно вернуться на берег и продолжать поиски моей жены и ребенка. Один человек, один берег. Таково правило. Но я исключение. Мой берег соединен с другими, как будто ему вставили коронарные шунты. Может, все дело в моем необычном сердце. Я точно знаю одно: я их найду. С каждым визитом вопросов становится все больше. Но однажды я найду ответы. Да, найду. 3 минуты до остановки сердца. Поля битв. Эти бесконечные ловушки — отголоски мировых войн. Почему солдаты скитаются по берегу спустя столетия после смерти? Обычно души почивших там не задерживаются. Берег — всего лишь коридор, по которому они проходят в потусторонний мир. Но сожаление, обида, сильное желание остаться, если эти чувства достаточно сильны, они могут породить совершенно другой берег. Общее чистилище для армии проклятых. Клиффорд Унгер. Его горе и злоба, и твой ББ, ставший чем-то вроде катализатора, внесли в наш мир эти поля битв. 2 минуты до остановки сердца. Пройдите в безопасное место. Это лишь теория. Думаешь, это Хиксом управляет? И остальными? Примите неподвижное положение. Не знаю. Но все указывает на то, что они здесь из-за Хикса. Осталась 1 минута. Держитесь за что-нибудь. Чуть не забыл. У меня к тебе просьба. Активация охранных систем. Ты пока просто передохни тут. Время останавливается на берегу, но не у шва. Тебе покажется, что прошло всего-навсего 3 минуты. Мы скоро продолжим. 5, 4, 3, 2, 1. Так, нам сейчас надо осмотреться. Что тут есть? У нас на все про все. 2 минуты. Так, тут на полках
вроде ничего нету, да? А... Что нафиг? Я больше ничего не вижу я. Так. Ничего нет, да? А вот еще. Больше я ничего не вижу. 11 осталось. Подача разряда. Отойдите. Ничего. Визит номер 218 550. Прости. О чем мы говорили? Я привык к циклам по 21 минуте, но для первой встречи тет-а-тет этого маловато, чтобы успеть все обсудить. Тяжело, наверное, так жить. Да и нет. Когда привыкаешь, как я, это не так уж и ужасно. Дефекация, умывание, питание. Большинство основных жизненных функций легко укладывается в 21 минуту. Вот со сном сложнее. И с контактами, наверное, вербальным, физическим. Но человеку в моем положении это особо не грозит. Ты любишь читать? Слушать музыку? Кино? Я вот без дела не сижу. У меня есть подборка песен, телесериалов, очень интересных короткометражек и рассказов. Как раз хватает на сессии по 21 минуте. Все это было создано до выхода смерти, разумеется. Но если честно, моя 21 минута здесь просто передышка, и все. Отдых перед тем, как снова выйти на поиски. Пусть мое тело здесь, но моя душа на берегу. Я уже умер. Я знаю это чувство. У меня семья погибла. Надо же. Не ожидал, что ты со мной будешь настолько откровенен. Я читал про то происшествие с твоей семьей. С моими близкими тоже произошел несчастный случай. Я лежал в реанимации после операции на сердце в городе. Когда стало ясно, что мое состояние стабильно, жена с дочкой поехали домой взять кое-какие мои вещи. И они попали в выплески пустоты. Город и больница не особо пострадали, но от удара вырубилось электричество и система жизнеобеспечения. Я очнулся на берегу. Там были люди, погибшие в тех двух выплесках. Что случилось? Что
Что происходит? Я увидел в этой процессии свою жену и дочь. Эй, это я! Куда же вы? Стойте! Не уходите без меня! Нет! Не уходите! Пожалуйста, не уходите! Потом включилось аварийное питание, и дефибриллятор вернул меня к жизни. Спустя 21 минуту после остановки сердца. Тогда я видел свою семью в последний раз. Это мое сердце стало причиной нашей разлуки. Но благодаря ему же мы с ними увидимся вновь. Оно определяет меня. Я Хартман. С тех пор я брожу по берегам других. Я следую по стопам моей жены и дочери, а когда устаю, возвращаюсь сюда и берусь за работу. Но вот что странно. Мое сердце останавливается, а боль продолжается. А у тебя есть семейные фотографии, Сэм? Жаль. 5 минут до остановки сердца. Пока ты не отправился обратно на берег, объясни, что я здесь делаю. Конечно. В этой области есть пункт выживальщиков. Наши ученые изучают там материал, относящийся к периоду до выхода смерти. Какого рода материал? У Земли долгая память. Ее пласты – это летопись событий с самого начала времен. И эта летопись пережила даже выход смерти. Эти ученые – мои коллеги по предыдущей экспедиции. Нужно, чтобы ты подключил их к хиральной сети. Амелия предложила разместить научные пункты вдоль этого пояса. Это единственное известное нам место, где есть сохранившиеся ископаемые позднемелового периода. Это когда исчезли динозавры. Считается, что последние из них жили здесь и только здесь. Понимаешь, эта земля скрывает в себе воспоминания о массовом вымирании. Что-то из этого может стать подсказкой для нас. Именно с таким расчетом Амелия и разместила здесь нашу вспомогательную группу. Прошлое информирует настоящее и помогает построить будущее. Вот что она внушила нам, прежде чем отправиться на запад. 3 минуты до остановки сердца. Да уймись ты. Я выключу звук. Позднее одно необычное происшествие произошло в смоляном поясе у краевого узла. Невероятные объемы смолы вырвались на поверхность, поглотив огромную территорию, многих моих коллег и хиральный пункт. Этот инцидент не поддается объяснению. Думаешь, в этом виноват Хиггс? Не знаю, но этот пункт был нам нужен. К сожалению, без него нельзя протянуть хиральную сеть на запад. Поэтому я прошу, чтобы ты помог нам построить новый. Он будет скромным. С нашим обеспечением на многое рассчитывать не приходится. Не как узловые города, это уж точно. Но узел есть узел. Сэм, пожалуйста, возьми Кьюпид, подключи ученых к сети и отправляйся к Амелии. А после мы перейдем к нашей главной задаче – изучению выхода... Не волнуйся за него, Сэм. Надувной пол смягчил падение.
Я открою тебе дверь. Сэм, ты слышал? Что за хуйня была, блядь? Наша главная цель в этом регионе – построить пункт взамен того, который уничтожила смола. Первый шаг – подключить убежище наших ученых к хиральной сети. Мы ничего не знаем ни о состоянии Амелии, ни о планах Хиггса. Нас это беспокоит не меньше, чем тебя. Мы ничего не узнаем, пока не доберемся до крайнего узла, а значит, сначала нужно подключить регион. Тебе стоит начать с геолога и палеонтолога. У палеонтолога есть что-то для эвобиолога, так что советую оставить ее напоследок. Так ты сможешь за один заход и сделать доставку и подключить точку. Возвращайся, когда все трое будут в сети. И мы сможем начать работу над заменой утраченного пункта. Термоковрик. Незаменимый предмет экипировки для холодной погоды, особенно при перемещении по заснеженным горам. Нахуй нам нужно? Так. Мы пойдем к геологу. «100 килограмм, да мы в принципе всё можем взять. Группа геологов изучала окаменелости, исследуя доисторические случаи вымирания видов. Они уже давно занимаются раскопками, и, похоже, у них появились признаки заражения хиралием. Явно из-за контакта с хиралием в ходе грунтовых работ. Они не смогут продолжить работу, пока там все не будет очищено. И пока сами не выздоровеют. Ты должен принести им реагенты для очистки от хиралия. Подача разряда. Отойдите. Слой, который изучала наша группа, относится к концу мелового периода. В это время произошло массовое вымирание видов. Динозавры исчезли, и Землю унаследовали мелкие млекопитающие. Это самое недавнее событие Большой Пятерки и самое крупное вымирание видов в истории планеты. В общем, они обнаружили что-то поистине невероятное. Угадаешь, что это? Берег окаменелостей. Если все подтвердится, то это в самом деле поразительное открытие. Поэтому, Сэм, очень важно, чтобы ты отнес туда эти реагенты как можно скорее. И еще кое-что. На этот раз ты доставляешь бомбу с антивеществом. Она нужна палеонтологу, который работает на раскопках. А окаменелости, которые он хочет изучить, похоронены под слоем смолы, и открыть их можно только с помощью взрыва. Надеюсь, ты понимаешь, что с мощной взрывчаткой нужно обращаться с особой осторожностью, но если не понимаешь, доставь контейнер в целости и сохранности, любой ценой. Понятно. Так. Знаете что? Нам нужны будут там якоря. Наверное. Таки 2 якоря возьмем и 2 лестницы. Это точно. Так. Сэм, думаю, ты не забыл, но бомба с... Как ты заеб... Блять, одно и то же, нахуй. Заказ назначен.
Так, здесь мы, по-моему, еще можем построить этот самый... Сэм, Хартман рассказал тебе про озеро? Как-то атака навсегда изменила его жизнь. Он не только потерял тогда семью, но и сам чуть не погиб. У него была остановка сердца на 21 минуту. В обычных обстоятельствах он бы умер. Его спасла терапевтическая гипотермия. Но 21 минута на том свете изменила его навсегда. Возможно, из-за шока его дум-способности усилились. Теперь он при каждой возможности выходит на берег искать родных. Извини, Сэм. Ты прибыл ко мне из Так, вот эту вот хуйню надо удалить. далека, а я даже не попрощался с тобой как следует. Должен быть. Оп, оп, не. Будь осторожен. Как я уже говорил, здесь много напоминает о смерти и уничтожении. Что-то какая-то связь была потеряна. Заходят сюда намного чаще. Знаю. Модели в моей лаборатории. Они были созданы по рассказам свидетелей. Наверное, они показались... Сейчас посмотрим, достает ли вот это вот. Ты же так часто встречался с ними Это настоящим. зиплайн. Достает ли он? А что такое, блядь? И вы так, вы не вышли. Похуй, мы поиграем онлайн. Оффлайн. Оружие разрешено. Так, я не знаю. Недоступно, да. Ой, за горой. Тут далеко. А до того сколько? Он не достает, поэтому это можно удалить. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено. У меня какие-то траблы, походу, с интернетом. И Добро пожаловать. мы не можем подключиться к серверам Steam и серверу. Как мы построим свой зиплайн? Мы его построим вот здесь. Мы его построим здесь. А быстрее он не может. Я, короче, посмотрел, у меня почему-то раутер перезагрузился. Не знаю почему. Ну, Строительство завершено. окей. Все, и мы идем дальше, вот туда наверх. Нихуя себе за мост. 20 тысяч лайков, блядь. Блин. Огонь. Так, я ничего не буду собирать, потому что здесь ползти в горы. Опа. Мотоцикл оставил. Только нахер он тут нужен?
давай, руками. Блядь, это у нас вот эти кошки, перчатки. Ты снова со мной. Без тебя я бы точно не справился. Так. Мы здесь, нам по вершине надо будет идти, поэтому... Там твари, они вон там внизу, их там дохера. Почему я вижу там уже мост? Генератор. Интересно. Что это за хуйня была? Так, здесь сейчас опять будет пурга, нихуя не видно. Надо аккуратно пробираться. Так. Так, у нас где-то вот, ага, внизу вот здесь. Сейчас мы, да, веревку спустим. Тут такой склон. Здесь. Нахуй ты разбегаешься, блядь, сядь ты на картона, блядь, дебил. Так, давайте. Здесь воткнем веревку. Погнали, блядь. Так. У нас 12 метров осталось, нам до туда не хватит. Поэтому мы вот здесь вот ее бросим. И заюзаем следующую. — 8 метров осталось.
Вот здесь вот. Так, ну здесь уже мы можем спуститься, но нам нужно вмазаться энергетиком. Так, здесь, я думаю, мы уже спокойно дойдем. Спуститься. Удостоверение Travel Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Сэм Бриджес? О, слава богу, это вы. Я боялся, что вы опоздаете. Правда, в последнее время я всего боюсь. Меня преследовали те же видения, что и вас, обладатели Дума. Кошмарная штука. Я думал, кошмары вызваны усталостью. Даже не предполагал, что это может быть связано с Хирали. Ох, нам повезло, что мы успели предотвратить суицид. Мне нельзя умирать. Мои исследования еще далеко не окончены. Ты спасаешь не только мою жизнь, но и мои труды. Я уж думал, получу ли вообще эти лекарства. А ты и в самом деле хорош в своем деле, а? Спасибо. Так, к этому доставили. Сейчас он подключится. О, да. Ладно. Окажите мне честь. Так, этого подключили. Вот так. Теперь я часть UCA. С доступом к целой сокровищнице материалов по истории. Изучать окаменевший берег теперь будет куда проще. Если, конечно, я правда смогу доказать, что это он и есть. Но, если честно, и я мечтаю поделиться нашими находками. Представляете, залежи Хиралия есть в слое, появившемся 65 миллионов лет назад. Доисторический выход смерти. Хиралий существовал на Земле задолго до появления людей. И этот слой – доказательство. Сэм, посмотри. Видишь вон ту черную трещину? Мы полагаем, что это источник Хиралия. Давным-давно землетрясения привели к слиянию линий разлома и создали слои так называемого псевдотахелита. Мы зовем их окаменевшие землетрясения. По аналогии, можно сказать, что эта трещина – окаменевший берег. Присутствие Хиралия именно в этом слое не может быть случайным. Оно заставляет предположить, что берега появлялись во время вымирания видов в меловом периоде. И не только тогда. Хиральная сеть добыла данные о том, что окаменевшие берега находили и в слоях, относящихся к другим периодам вымирания.
Это указывает на то, что Большая Пятерка и другие крупные вымирания видов сопровождались появлением берегов. Расширив хиральную сеть, ты помог нам распознать структуру в этих разрозненных данных. Ты помог нашим исследовательским проектам. И теперь лишь вопрос времени, когда мы сможем восстановить все утраченное и разгадать все оставшиеся загадки. Но это лишь начало. Нужно продолжать. Неизвестно, что еще откроется. Окей. Отлично. Доступен новый заказ. Так, окей. Нам пока здесь нахер ничего не нужно. Нам нужно дойти до следующей херни. Вот сюда дойти нужно, да. Я здесь примерно знаю как. Так как он подключился, да, к хиральной сети. Мы сейчас сразу это самое построим. Здесь зиплайн. Вот здесь. Чтобы долетать до него быстро. Так. Потом вон там построим еще. Строительство завершено. Сейчас посмотрим, здесь нигде нету, рядышком ничего нету. Окей, ладно. Надо строить в прямой видимости. Сейчас вот там вот на косогоре построим. Блин, я думаю, что он меня так подпрыгивает, у меня экзоскелетом на максималку работает. Да, блядь, там тварь стоит, нахуй. Понятно. Ага. Голограмма стоит. Вот здесь, кстати, твари есть. Там наверху. Это голограмма, короче. Так, мне надо, чтобы у меня было видно мой зиплайн, но его, блядь, не видно. Скорее всего, надо вот здесь наверху построить. Ну да, вот тут вот сейчас его воткнем. Потом туда, чтобы летать вниз. Или вон там наверху построить его. Я там наверху построю. Должен оттуда его будет видеть.
Потом вот здесь вот спустимся. Зиплайн видно. Вроде видно, так. Но его надо строить на краю, потому что там вниз придется лететь. Вообще-то где-то вот так вот его надо строить. Так. Чтобы не упасть. Вот его видно в прямой видимости. Так, выпить энергетику надо. Не готова. Так, ладно. Строительство завершено. Голограмм понастроили здесь, пацаны. Так. Так. Здесь можно пока так спуститься. Без усердия. Так, да. Здесь лучше, конечно, веревочку. Да что ты, блядь, давай. Так, здесь уже можно опуститься и так. Пробежав. Так, вон наш транспортер там стоит наверху. Сканирую. Сканирую удостоверение. Приказ. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято. Спасибо тебе, друг. Теперь мы сможем продолжить раскопки. Здесь и так хреново. Не хватало нам еще задохнуться.
ты и сам знаешь. Но тебе это удалось, хотя я и представить не могу как. Можешь настроить сеть, пока я работаю. Так, нам дали кислородную маску. Пневматические гранаты 3 уровня. Знаешь что, Сэм Бриджес, хочу попросить тебя об одолжении. Один из местных курьеров нес сюда очень ценный груз, но обронил его по дороге. Это аммонит, которому 200 миллионов лет. Курьер говорит о нем так, словно он еще жив. Похоже, он нашел его на каменистом поле, которое раньше было спрятано под ледником, но это не все. Он утверждает, что у этого аммонита якобы есть пуповина. Пуповина. Не пойми неправильно, но образец нужно изучить, а я не хотел бы поручать такую тонкую работу дилетанту. Поэтому я попросил его вырезать аммонит из камня и принести мне. Разумеется, я хотел сравнить их с современными образцами поблизости. Поэтому я попросил его выкопать еще несколько вдобавок к тому, о котором он мне сказал. И что же этот кретин учудил? Потерял всю партию. Ему даже не хватило мозгов отметить, в каком контейнере был аммонит с пуповиной. Груз был утерян где-то к юго-западу отсюда. Там, где накапливаются ядовитые газы. Мистер Надежность утверждает, что его сканер грузов сломан, так что груз он уже не найдет. Но ты можешь его найти. Чтобы защитить тебя, я дам тебе кислородную маску. На всякий случай. Возьмешь ее, как примешь заказ. Эта окаменелость могла стать великим открытием. Мы знаем о живородящих рыбах, но аммонит с пуповиной – это нечто невиданное. И если ему действительно 200 миллионов лет, то он из эпохи вымирания видов в конце Триаса. Это тоже большая пятерка. Может, эта пуповина связана с берегом? Мы должны любой ценой найти этот груз. Он мог бы стать ключом к разгадке механизмов происхождения выхода смерти. Мы так близки, буквально в шаге от понимания истинной природы этого феномена. Скорее, Сэм, нам нельзя потерять этот аммонит. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше... Ну давайте, видео уже длинное получилось, я делаю для вас это вот задание. И мы закончим. Кислородная Дали маска? кислородную маску. Отличная мысль. Она фильтрует воздух, позволяя дышать как обычно. Она защищает от ядовитых газов и уменьшает усталость от активной работы, позволяя легче сохранять равновесие. Я бы посоветовала ее не выключать, но аккумулятор у тебя не бездонный, так что не надо так делать. Окей. Так, она у нас есть, да, правильно? Да. Так, прикрепить, надеть маску. О, космонавт. Так, мы ее одевать пока не будем. Заказ назначен. И пойдем, короче, за аммонитом, он здесь рядышком. Оружие разрешено. Так. Одеваем маску.
Нет. И собираем дерьмо по Шурику. Все собрали. Вроде все. Так, маску снять надо. Она, короче. Батарейку не садила нашу. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Роботы выполнили заказы. Ты нашел? Покажи, я должен его увидеть. О боже, он просто великолепно сохранился. Это невероятно. Спасибо, что нашел этот груз, Сэм. И да, там действительно лежит аммонит с настоящей пуповиной. Я уже отправил Хартману снимки и предварительный анализ по сети. Любопытно, что окружающий пласт содержит следы смолы, что согласуется с одной его теорией. Ладно, знаю, что ты только что принес этот аммонит сюда, но я хочу, чтобы ты доставил его моей коллеге, эвобиологу. В последнее время ее интересует смола, и я думаю, она загорится идеей изучить этот образец. Весьма примечательно. И это твоя заслуга. Строго говоря, она изучала, как смола могла повлиять на развитие разных организмов. Я также попрошу тебя забрать смоляные баки у ее убежища и доставить их вместе с аммонитом. Ей будет слишком опасно отправляться за ними самостоятельно, поэтому заняться этим придется тебе. Помогая ее исследованиям, мы сумеем хотя бы немного приблизиться к тайнам выхода смерти. Мы ведь уже так далеко продвинулись, изучая добытые сетью данные. Но уверен, мы способны на куда большее с твоей помощью. Отлично. Доступен новый заказ. Так, ребята, Больше мы выполнили доставки. последнее задание. В это убежище мы подсоединили еще 2 пункта. Осталось подсоединить. Здесь вот где-то вот тут вот находится еще один пункт. Точно не помню. Короче, где-то здесь. Вот, но это уже в следующей части. Спасибо. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. Всего доброго. Пока.